Время кардинальным образом меняет наше представление о мироустройстве. Изменяется смысл привычных нам слов, и вместе с этим появляются абсолютно новые слова, которых до этого в нашем словаре никогда не было. И вот такой словарь парадигмы называется тезаурус. Сегодня мы с вами поговорим о смене индустриальной парадигмы на цифровую парадигму. И поговорим в том числе о новых словах, которые появляются в нашем тезаурусе. Вот что такое первая космическая скорость? Первая космическая скорость – это скорость, которую необходимо придать телу, чтобы тело вышло на орбиту. Но если мы сядем в машину времени и вернемся в те времена, когда еще никто не знал о том, что Земля круглая, даже несмотря на то, что и сейчас есть люди, которые до сих пор считают, что Земля плоская, и произнесем там словосочетание «первая космическая скорость», нас спросят, что же это такое? Мы им ответим, это скорость, которую необходимо придать телу, чтобы это тело оказалось на орбите. На орбите чего? Что такое орбита? Ну, орбита, вы понимаете, Земля круглая, такой шарик, вот Луна вокруг Земли летает по орбите, и вот также можно и вывести на орбиту какое-то тело, и оно вот так же будет летать по орбите. На вас бы посмотрели и сказали «на костер». То есть для того, чтобы пополнить наш словарный запас какими-то новыми словами, нам сначала надо получить новые представления о мироустройстве. И вот совсем недавно в индустриальную парадигму мы считали, что все централизовано. Такие слова, как универс, Вселенная или университет, у всего была приставка «уни», «единое». Бытовало мнение, что у всего существует один создатель, один Бог, один организатор. И поэтому, куда бы мы ни посмотрели, нам всегда все говорили, а это кто-то организовал, а у этого есть наверняка главный. Ну не могло же это само по себе появиться. И самое главное, что было очень сложно контраргументировать такие аргументы, так как действительно мы не встречались с огромным количеством проявлений децентрализации. И более того, с теми проявлениями децентрализации, с которыми мы встречались, мы в них не видели этой децентрализации, мы не наблюдали ничего децентрализованного. У нас были другие централизованные представления, но все поменялось с появлением интернета и блокчейна. Индустриальная парадигма все рассматривала как один огромный механизм. И в этом механизме есть огромное количество частей, которые взаимосвязаны друг с другом. И если что-то происходило не так, все считали, надо изменить только одну какую-то нерабочую частичку или добавить какую-то новую, и тогда механизм заработает заново. Не было понимания экосистемности и взаимосвязи одних частей с другими частями. Например, при описании устройства муравейника использовалась следующая терминология. Есть муравей-королева, есть муравьи рабочие, есть муравьи-воины. Подождите-ка. Слово «рабочие» появилось только тогда, когда появились заводы. До появления заводов были ремесленники. Неужели тогда при описании муравейника нужно было говорить, что есть муравьи-ремесленники? Может быть, еще есть муравьи-крестьяне? Просто нам, людям, свойственно на все накидывать наши собственные представления. И если у нас есть там королева, воины и рабочие, значит и тут у муравьев есть, конечно же, и рабочие, и воины, и королева. Но на самом деле муравьиная королева никакая не королева, а это просто репродуктивные органы. А то, что мы называли в индустриальной парадигме муравьями-воинами, это иммунитет муравейника. А муравьи рабочие – это вообще никакие не рабочие, это просто такие щупальца распределенные. То есть муравейник сам по себе – это распределенный организм.
Ну, представьте себе осьминога, и у него есть щупальцы. Просто у него эти щупальцы не кусочками, а они такие все вместе. А вот представьте себе муравейника, как осьминога, который сидит где-то в земле, закапывает себя, и он такие свои щупальцы распускает, этими щупальцами нахватывает каких-то палочек и на себя набрасывает, и пытается закопаться как можно глубже. То есть нельзя рассматривать муравейник как какой-то механизм, работающий по частям, наподобие тех классовых иерархий, которые бытовали у нас в индустриальную парадигму. Или если мы возьмем лес, мы уже приводили пример. Лес как появился, кто его организовал? Это просто огромная синхронизированная структура, в которой есть блокчейн елок, блокчейн берез, блокчейн белок. Все эти блокчейны посылают друг другу транзакции, там существует просто неограниченное количество распределенных мостов между всеми этими разными формами жизни, которые вместе синхронизировала лес. Лес не организован, лес синхронизирован. И вот именно так у нас появляются новые слова в нашем тезаурусе, в словаре для описания новой парадигмы. У нас теперь не слово «организация», у нас теперь слово «синхронизация», так как организация – это что-то, что было кем-то там организовано, то, у чего есть организатор. А синхронизация – это то, что не было организовано. Это само появилось в результате синхронизации. У синхронизации нету организатора. Нельзя организовать синхронизацию. Синхронизация сама появляется в процессе синхронизации. Появление каких-либо новых технологий или появление какого-либо нового функционала рождает новые слова. И мы, как криптоны, уже привыкли к таким словам, как airdrop. Но потом у нас появляется stake-drop, validator-drop, и даже мы придумали comment-drop. То есть каждое новое слово, которое еще не существовало в предыдущей парадигме, будет иметь какое-то субпроявление в новой парадигме. Например, в старой индустриальной парадигме такие слова, как амбассадор или адвокат, несли абсолютно иной смысл, нежели они несут в новой цифровой парадигме. Если в старой индустриальной парадигме адвокат защищал интересы человека, который находился там под судом или следствием, то в новой парадигме у нас появляется понятие комьюнити-адвокат, адвокат сообщества, тот человек, который оберегает сообщество от всевозможного скама и спама. А амбассадоры, или иными словами послы, в индустриальной парадигме занимались тем, что представляли интересы одного государства в другом государстве, а вот в новой цифровой парадигме амбассадоры представляют интересы проекта, как внутри проекта, так и за его пределами. И при этом с развитием цифровых сообществ будут появляться комьюнити-амбассадоры, амбассадоры от сообщества, которые будут защищать интересы сообщества внутри сообщества и представлять сообщество за его пределами. Все это следствие того, что язык не является какой-то статичной структурой, которая не изменяется во времени, а наоборот, язык – это что-то живое, это что-то динамическое, это что-то эволюционирующее. Как мы уже говорили, язык – это коммуникационный протокол, и нам этот коммуникационный протокол нужен для того, чтобы мы с вами друг друга понимали, а для того, чтобы мы могли что-то объяснить, что еще никогда до этого не было, но вот оно появилось, мы используем абсолютно новые слова или наделяем какие-то старые слова новым смыслом. Именно поэтому мы теперь можем стейкать, фармить, охотиться за аирдропами и заниматься еще много чем странным, что в предыдущей парадигме просто не имело никакого смысла. И как еще нельзя было сказать пару десятков лет назад, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Farklog, чтобы быть в курсе все новых появляющихся слов в нашем тезаурусе. А я пойду и займусь созиданием новых слов для нашего словаря.